Здравствуйте, мои дорогие, с вами Анучин Олег, и мы начинаем лекцию «Тайны гомоцистеина». Значит, смотрите, гомоцистеин, такое вещество, он всегда появляется в результате использования аминокислоты метионина. Метионин – это незаменимая аминокислота, то есть мы не можем ее синтезировать, да, вот он метионин. Так, не пойдет, что-то я зачеркнул его. Значит, вот метионин, он участвует в более чем 200 химических реакций, необходимейших организма. Это незаменимая аминокислота, мы не можем ее синтезировать, мы должны получить ее извне, и это важное вещество. Но при его использовании появляется гомоцистеин. При этом гомоцистеин потом с помощью необходимых питательных веществ преобразоваться может обратно в метионин и назад в гомоцистеин и обратно в метионин. То есть для этой цепочки нужны определенные химические вещества. Есть три цепочки, которые позволяют преобразовывать гомоцистеин в метионин. И есть одна цепочка, которая позволяет преобразовывать гомоцистеин в цистеин. И то, и другое, получается, приводит к тому, что количество гомоцистеина уменьшается. В чем проблема гомоцистеина? Вот здесь я нарисовал вам кровеносный сосуд. Да? Кровеносный сосуд выслан изнутри тонюсеньким таким вот тонюсеньким слоем клеток, называется эндотелий. Один слой клеток. Как только эта клетка повреждается где-нибудь, даже еще нет протечки кровеносного сосуда, ничего, из этой клетки высвобождаются специальные вещества, которые называются факторами свертывания. Они активизируют мгновенно образование тромба. Ну, например, есть такой белок, свободно плавает он в русле крови, белок фибриноген. Как только отсюда из эндотелия высвободились определенные молекулы, фибриноген начинает превращаться в фибрин, и этот белок, это как заплатка, такой он клейкий становится, им такой многомерный, трехмерный, начинает тут же образовываться заплатка. Заплатка образовалась, потом у вас под этой заплаткой будет ремонт этого сосуда кровеносного. Кровь очень ценный ресурс для организма. Поэтому организм тщательно ей дорожит, и любые намеки на то, что есть у вас повреждение кровеносных сосудов, тут же блокируются. И пренеприятное известие, конечно, состоит в том, что гомоцистеин повреждает стенки кровеносных сосудов. Он, вообще говоря, повреждает любые клетки, но поскольку он повреждает клетки эндотелия, то это приводит к образованию тромбов. Человечество, конечно, запугали тромбами, но тромбы вещь необходимейшая. Они должны быть построены, чтобы кровь не была потеряна. Как только сосуд будет починен, тромб демонтируется. Основное вещество заплатки — это белок фибрин, как я сказал. Да? Вот этот белок фибрин, его ограниченное количество, правильно же? Поэтому у нас, когда идут эти заплатки, идут повреждения, идут, заплатки идут, у нас количество фибрина уменьшается. Вообще количество веществ, которые способны делать тромбы, уменьшается. Поэтому в какой-то момент, когда у нас уже тромбов полно, у нас может не хватать тромбирующих веществ, тогда у нас могут появляться кровотечения. Это носовое кровотечение, маточное кровотечение, это может быть внутреннее кровотечение, это могут быть гематомы, это может быть склонность к синякам, это может быть у нас кишечное кровотечение. Да? Неважно какое, у организма не хватает веществ. Если у вас есть где-то кровотечение, то это значит, что уже где-то полно тромбов и у вас не хватает тромбирующих веществ. Потом, когда эта заплатка починена, да, этот фибрин разбирается. Но если организму нужны вещества эти, тогда, заплатка никак не чинится, тогда он здесь начинает использовать такую более-менее долгосрочную заплатку, ставит здесь заплатку из холестерина,
вот, а фибрин разбирает. Холестерин такое жироподобное вещество, оно не вредное, оно необходимое, оно просто необходимо везде. В каждой оболочке клеточной используется холестерин. Вы как бы не сможете без холестерина прожить и дня. Вот, но фибрин, значит, замещается холестерином, а фибрин снова превращается в фибриноген и снова может быть использован. Значит, что происходит дальше? И проблема тромбов, эта проблема на самом деле в чем состоит? Проблема в скорости. Да? Одна вещь это у нас тромбообразование. Сейчас мы это напишем. То есть у нас два есть вот этих момента. Это тромбообразование. А вторая вещь это растворение тромбов, лизис. Кто вперед? Да, вот кто опередит? То есть, если у нас тромбообразование идет вверх, то у нас, конечно же, получится что? Получится, что у нас тромбов все больше и больше, они потом заменяются холестерином. Вот. И у нас в результате получается то, что врачи разбирают человека на запчасти, вскрывают сосуды, смотрят, ой, холестериновые бляшки. Говорят, ну холестерин это плохо, холестерин нельзя есть, вот, и так далее, и так далее. Вот что они видят там холестерин. Да? Ну, знаете, довольно странная логика. Вот. А если же у нас растворение тромбов начинает догонять тромбообразование или даже опережать, то у нас тромбов становится все меньше и меньше. Вопрос вот в этой скорости. И на эту скорость, как вы понимаете, влияет у нас, конечно, гомоцистеин, потому что если у нас постоянно происходит разрушение эндотелия, то у нас постоянно происходит тромбообразование. И дальше. Проблема гомоцистеина известна более полувека, но толком ее никто не решает. У каждого, с кем приключился инфаркт или инсульт, да, давайте напишем инфаркт или инсульт, у каждого был повышен уровень гомоцистеина. Как это связано? Да, ну вот этот тромб у вас там образовался, да, этот тромб, значит, висел, болтался, потом он оторвался, полетел. Вот он летит этот тромб куда-то, он попадает в кровеносный сосуд. Если он попадает в сердце, то он закупоривает здесь какую-то часть сердца, часть сердечной мышцы отмирает. Ну, не отмирает, вернее, сначала блокируется, но если вы не успели в течение 20 минут как бы довести вас до больницы, не успели, то потом отмирает на самом деле, потом может восстановиться часть сердечной мышцы. Это инфаркт. Дальше прилетел этот тромб у нас в сосуды головного мозга. Вот у нас голова, да. Перекрыл какой-то сосудик, у нас часть головного мозга перестала питаться кровью. Все, значит, у нас инсульт. Вот такая незатейливая, в общем, схемка. Статистика показывает, что концентрация гомоцистеина повышается с возрастом. Следующие моменты. Значит, с чем связано его повышение концентрации? Давайте мы сейчас это добавим тоже сюда. На что влияет повышение концентрации гомоцистеина? Формирование мышечной массы. То есть, когда вы слышите новости о том, что есть там какой-то там вот культурист, вот он качался, бац, инфаркт и чуть не умер. Послушайте, формирование мышечной массы происходит с выработкой гомоцистеина. А здоровый образ жизни в этом случае не всегда приводит к нейтрализации гомоцистеина, а интенсивные тренировки повышают его уровень. Гормональный фон имеет значение. Группа риска – это мужчины.
И, то есть гормональный фон женщины препятствует повышенному содержанию гомоцистеина. Но женщины после значит, менопаузы, да, после климакса, то есть которых уже детородный возраст прошел, они сразу попадают в зону риска, гомоцистеин может накапливаться у них довольно быстро. И это может для организма быть очень большим стрессом, вот, потому что может очень много тромбов быть, организм не всегда успешно справляется с такими изменениями, отсюда маточное кровотечение, гипертония, неприятные прочие синдромы. А для нейтрализации гомоцистеина нужно поступление в организм некоторых питательных веществ. Давайте мы рассмотрим все эти пути. Так, нейтрализация напишу здесь. Что у нас с нейтрализацией? Побольше сделаем, да? Вот так. Что у нас с нейтрализацией? Ну, нейтрализация, значит, у нас происходит следующее. Как я и сказал, есть три пути, которые переводят гомоцистеин в метионин назад. И есть один путь, который переводит в цистеин. Вот. Ну, если метионин мы переводим, то мы получаем снова незаменимую аминокислоту, нам это хорошо. Вот. Если в гомоцистеин переводим, ну, вернее, в цистеин переводим, то, значит, это не так уж хорошо. Ну, вообще гомоцистеин, значит, гомоподобный, да, гомоподобный цистеину. Вот. Ну, как бы в чем-то он химически похож на цистеин, но им не является. Значит, ну, поехали. Первый путь. Один путь нейтрализации. Он использует, ну, там есть просто химические реакции, ферментативные в организме, но для их осуществления нужны какие-то питательные вещества. Один путь – это использование бетаина. Бетаин. Не путать с биотином. Биотин – это витамин группы В, это другое. Бетаин. Ну, через слэш напишу, потому что бетаин формируется в организме также из холина. Холин – это как раз-таки у нас вещество, которое является витамином группы В. Значит, источники у нас это моллюски, ракообразные, пшеница, пшеничные отрасли, шпинат, сахарная свекла. Своим названием он обязан именно сахарной свекле. Сейчас мы здесь поставим двоеточие и напишем. Моллюски, рогообразные, пшеница, пшеничные отруби, шпинат, сахарная свекла. Далее. Холин. Витамин группы В. Да? Так вот, холин, он необходим для работы почек, для работы печени хорошей, если у вас какие-то застойные явления в печени, если у вас недостаток, не очень хорошо выводится из организма, скажем так, кислоты, то есть почки недостаточно хорошо их вытягивают из организма, например, это проявляется, например, подагра. Если у вас есть подагра, вы можете использовать холин и довольно быстро увидите, что у вас она будет исчезать, эта подагра. Значит, но во многом своим заслугам, значит, обязан этот самый холин бетаину, который бетаин из холина из этого синтезируется. Вот. И также хорошая работа почек, которая обеспечивает холин и бетаин, помогает еще избавиться от избытка гомоцистеина с помощью почек. Вот. Значит, что у нас есть еще интересно на бетаин? Бетаин, значит, население испытывает недостаток в бетаине. При этом на спиртозаводах не знают, что делать с отходом свекловичными зерновыми. Это так называемая борда, свекловичная борда и пшеничная борда. Вот в них это бетаина дуром. Это такая жижа, такая коричневая, желтоватая. Вот. И можно этот бетаин из этого сырья добывать. Но кому это нужно? А куда девать борду, люди не очень понимают. Еще приходится ее там
делать, нужно делать карман, но нужно ее высушивать, там, избавлять ее от влаги. А если от влаги не избавить, она быстро начинает пропадать. А если борду эту, значит, она пропадает, куда ее девать? Ее запрещают сливать в водоемы, в канализацию, потому что неизвестна ее биологическая активность. В общем, в такую ловушку спиртозаводы загнаны, при этом населению нужен бетаин. Вот. Ну, пока у нас как бы другим озабочено, знаете, советская власть была в какой-то степени озабочена здоровьем населения. Вот, значит, бетаин или холин один из путей нейтрализации. Да, сколько нужно холина? Холина где-то 300-500 миллиграмм в день. По бетаину не знаю. Бетаин я отдельно не покупал, но бетаин вообще как бы предельные уровни, которые установлены, там 6 грамм, поэтому вы там сколько бы не ели бетаина, но это Роспотребнадзор издал там в свое время бумаженцию. Ну, тупая, честно говоря, бумаженция, я специально прочел, тупая-притупая, там источники витаминов и минералов указаны какие-то дебильные, ну как бы не знаю, кто там сидит, какие-то полусумасшедшие. Ну ладно, бетаин 6 грамм. Это предел. Я напишу предел. Вот так напишу. Предел 6 грамм. А на самом деле, сколько его нужно, это по вкусу. Вторая цепочка преобразования. Гомоцистеина в метионин. Значит, это у нас была первая цепочка. Вторая. Здесь мы поставим первую. Вторая у нас это витамин В12 и фолиевая кислота. Ну, давайте мы сейчас B12, как бы мы написали здесь. B12 и фолиевая кислота. B12, фолиевая кислота это довольно простая вещь, она есть в листовой зелени. Вот, вы можете, конечно, его использовать в виде добавок. По кислоте я напишу здесь где-то 400-600 микрограмм. То есть ее не надо много, у нее действительно как бы не нужно, есть много есть. Но вот что касается B12, на то, какие у вас симптомы пропадают или нет по витамину B12. Какие там основные симптомы у нас? Значит, по витамину B12 основные симптомы такие. Это шаркающая походка, это проблемы с памятью. Это пигментация кожи, такие желтые, такие маленькие, меленькие пятнышки. Вот. Ну, если посмотрите мой отдельный видеоролик про витамин В12, там более подробно про это рассказано. Но вот это вот основные такие. Выпадение волос может быть симптомом. Но вот как бы основные симптомы это все-таки проблемы с памятью и шаркающая походка. При этом, знаете, у B12 есть такая ловушка небольшая, потому что B12 один из многих витаминов, который накапливается, он депонируется в печени. Но запасов хватает года на 3. Поэтому если вы изменили рацион питания, например, перешли на растительную пищу, да, ну то есть вообще источник витамина B12, да, это животная пища. И, кстати, витамин B12 необходим для производства эритроцитов. Без них красные кровяные тельца не могут быть произведены. Потом B12 вам нужно еще и для производства эритроцитов. И вы, допустим, принимаете животную пищу, все нормально, получаете витамин B12, потом раз перешли на вегетарианство. Вот такие там диеты какие-то, то все, кефирчики, все, вы не кушаете мясо. И вам года на 3 хватает запаса витамина B12. А потом бац, у вас начинают проблемы нервного характера, проблемы с кожей, проблемы с выпадением волос. Еще вы не можете понять, что произошло, вы не меняли питание. Но у вас B12, запас B12 в печени у вас закончился. Вот. И B12, вот этот вот путь, B12 плюс, значит, фолиевая кислота, это второй путь преобразования, значит, витамина, преобразование гомоцистеина в метионин. Далее, теперь нам нужно третий путь, да, написать. Третий путь. Это, значит, у нас требует того, что в середине прошлого века было названо витамин У. Да, вы можете в старых справочниках встретить витамин У. Значит, есть, допустим, справочник по витаминов, ой, забыл фамилию, наверное, витамина B12 не хватает. Значит, и там упоминался витамин У,
а потом он исчез. Вот. Витамин У, он в нынешних публикациях еще может называться СММ. Вот так. Значит, что это такое? Он использовался активно и был эффективен при лечении травм и язв пищеварительного тракта и кожи. То есть буквально им лечили язву. Выжимали капустный сок, его много в капусте в обычной, значит, выжимали капустный сок и поили, значит, больных. И залечивались язвы. И поэтому вот эта буква УЮ от улкер, ульцер, язва. От английского улкер, язва. Источники, да, ну, давайте сейчас мы здесь транслируем источники. Это капуста белокочанная, значит, брокколи, спаржа, томаты, сельдерей, чеснок, ростки пшеницы, соя, зеленый чай, арахис. Ну, просто, честно говоря, взял из какой-то публикации. Так, здесь у меня упомянут запускающий фермент, реакцию фермент назван БХМТ2. Это не важно. Вот, это мы сейчас перейдем к схеме, я по ней еще пройдусь. Запускающий БХМТ2. Этот фермент вырабатывается в разных частях организма, но в основном в почке. Да? То есть этот фермент тоже необходим для того, чтобы этот витамин У вас работал. Вот. Этот фермент БХМТ2 вырабатывается в основном в почках, хотя, кстати, интересно, что у разных животных он в разных частях тела синтезируется. Вот. Но вот он, смотрите, в природе синтезируется дрожжами и растениями, содержится в капусте, помидорах, чесноке, сельдерее. Так, это третий путь. Мы перегоняем эти три пути, бетаин или холин, B12 и витамин У перегоняет гомоцистеин обратно в метионин. Теперь, ну как перегоняют? Для этого, конечно, у вас там должны быть на самом деле эти вещества в организме какие-то, которые будут, ну, ферменты, которые вырабатывались бы. Теперь у нас четвертый путь. Мы его здесь вот как бы пометим. Давайте мы вот так отдельно вот здесь вот поставим четвертый путь. Потому что он действительно отдельный. Он перегоняет уже в цистеин. Вот. И это у нас витамин В6 в количествах 100 или более миллиграмм в день. Вот так. Здесь мы сталкиваемся с этим явлением, которое называется рекомендуемые нормы потребления и все такое. И выясняем, что у нас эти рекомендуемые нормы потребления... Так, что ж такое? Хочу увеличить. Что такое? Значит, ну все нормально, увеличилось. Значит, рекомендуемые нормы потребления таковы, что у вас витамина В6 на день вам положено кем-то великим светилом медицинским, сколько-то много десятков лет назад, 3 миллиграмма в день. Эта доза будет приводить к тому, что у вас будет накапливаться гомоцистеин, и к 50 годам у вас будут большие-большие трудности со здоровьем. Итак, к накоплению гомоцистеина приводит недостаток следующих веществ. Это либо бетаина, холина, либо B12, либо витамина У, либо B6. И вот что интересно. Давайте мы покрупнее. И вот какая самая главная тайна. Давайте сейчас мы, наверное, немножко это сейчас сохраним. Мою эту самую. И откроем схему. Так, значит, и вот наша схема, да. Ну вот смотрите, значит, так, нет, не пойдет.
Вот он наш гомоцистеин. Смотрите-ка, да. Вот он наш гомоцистеин. И вот пошли его циклы. Во-первых, он у нас преобразуется, как мы видим, стрелочка, видите, пошла из метионина вот сюда, приходит вот сюда, превращается в гомоцистеин. Да? Потом мы можем его перегнать снова в метионин. Для этого, видите, нам нужен, вот здесь нарисовано бетаин с ферментом БХМТ, который у нас вырабатывается. Не хочу их, вот так он называется, этот фермент. Дальше. Он преобразуется обратно в метионин, да, благодаря чему? Благодаря вот фолиевой кислоте и витамину В12 тоже преобразуется, опять он сюда возвращается и сюда идет снова у нас в метионин идет. Дальше у нас здесь в этой схеме я не вижу нашего прекрасного витамина У, видимо это какая-то старая схема, ну ладно. Значит, витамин У это как бы уже исследование 21 века. И вот он может быть преобразован в цистеин с витамином В6. Такую схему вы можете найти, это несложно. Но какая же самая главная тайна гомоцистеина? Вы можете глотать В6, можете глотать В12, можете глотать холин или бетаин, неважно. Для всех этих реакций необходим, угадайте что, необходим цинк. Вот, абсолютно для всех реакций необходим цинк. И это все реакции цинкозависимые. Вам нужно его в пределах 50 мг в день цинка. Это, в общем, немного. И, в принципе, по цинку нормы, которые были придуманы, нормы потребления, они нормальные, приемлемые. Так вот, при недостатке цинка эффективность всех витаминных добавок снижается. А при его отсутствии становится невозможно эти все реакции провести. Вот. Если вы попытаетесь получать все эти необходимые витамины с пищей, витамин В6, там, витамин В12 и так далее, вы можете обратиться к статистике. Более половины смертей в мире вызваны проблемами сердца и сосуда. Люди питались, люди вели здоровый образ жизни, люди старались, и они уже к 50 годам себе наработали проблем, и в какой-то момент то у них тромб отрывается, то еще что-нибудь, то с сердцем что-то происходит. И, в общем, ни раскрученная ныне онкология, ни раскрученный ныне диабет не уносит столько жизней. Именно разрушение сосудов к этому все приводит. И в первую очередь разрушаются сосуды из-за гомоцистеина. Небольшие расходы на витамины и минералы продлят вашу жизнь и укрепят здоровье. Поэтому, надеюсь, эта лекция была вам полезна. Всем крепкого здоровья, всяческих успехов. С вами был Анучин Олег. Желаю вам добрых дней, благополучия вам и ваших близких, и вашим близким. Пока-пока.